Всем привет! Сегодня из ущелья Терес-Бутак, Казачка, от шлагбаума идем на Три Брата. Оставили машину у шлагбаума в ущелье Казачка, поднялись на хребет и по нему сначала дошли до перевала 2720, затем до Трех Братьев. Спускались уже другим путем, через Кокжайляу. Затем вернулись обратно. Неделю назад как будто бы пришла зима, но это, оказывается, было просто первое дыхание. Сейчас опять осень, но уже не золотая. Чтобы выйти на гребень, который ведет к Трем Братьям, надо сначала перейти весь этот ручей, потом речку Казачку и подняться вот на ту гору лесистую, очень-очень крутую. После переправы через Казачку идем вверх, забираемся на гребень. Гора смотровая, на ней уже рассвет давно, и на поляне рассвет. Видна подстанция Кокжайляу. Достаточно свежий помет еликов. Тропа. И человеческие следы есть. Крутой подъем, но серпантином. Впереди еще одна гора. Здесь придется хорошо покарабкаться нам. Очень крутой подъем. Где-то, наверное, 2300-2400 вылезем. Прошли 4 километра. Поднялись на высоту 2400 метров. И впереди открылся вид на Три Брата, Кумбель. Хребет Терес-Бутак, заснеженный, юный геолог напротив. После выхода на гребень уклон уже не такой большой. И здесь где-то около 2 километров до Трех Братьев. Надо набрать высоту около 400-450 метров. Но это примерно, наверное, как пройти от Трех Братьев до Кумбеля. Показался Кокжайляу с необычного ракурса. Красиво. Приятно идти по гребню. Здесь есть тоже тропа, конечно. Очень тепло. От зимы не осталось почти ни следа. Только на северном склоне вот остатки снега. Кокжайляу. Город виден в дымке. Ну, значит, нам уже не так далеко. Прошли уже около 5 километров, чуть поменьше. Осталось недалеко, уже километра, наверное, 1,5. Еще 140 метров высоты до перевала примерно. Сейчас на высоте 2560. Чуть-чуть потеряли высоту, потому что пришлось обходить скальники. Но лучше их обойти. Мы справа обходили, чем их траверсировать. Иришка вон поднимается. Последний подъем, и мы выйдем на перевал.
Там дальше уже недалеко до Трех Братьев. Спускаться будем по классическому пути. Кукжайляу. Скоро поднимемся на перевал. Виден наш путь по гребню. Ну, он такой несложный, но достаточно изрезанный местами. Встречаются скальники, каменистые выступы, которые приходится обходить. Как раз вот пример последний. Мы его обходили слева. Чуть высоту потеряли. Слева с югу. Ну, по ходу движения справа мы обходили. Чуть-чуть высоту потеряли, но зато по каменюкам этим не возились. Наш путь подъема. За почти 6 километров поднялись на перевал, ведущий из Кукжайляу в ущелье Казачка. Здесь высота где-то 2720-2740. Еще осталось чуть-чуть. Впереди Три Брата. Примерно за 5 часов 20 минут поднялись на Три Брата со стороны отеля Кумбель. Что сказать, этот маршрут потяжелее, конечно. Мы летом ходили на Три Брата, мы за 3,5 часа дошли. Сегодня 5:20. Даже почти 5,5. Ну, 5,5 часов. Люди. Терешкова. Юный геолог. На Трех Братьях у нас долгожданный обед. Кабачковые рулеты с творожным сыром, бутерброды с перцем и баклажанами, колбасный сыр, сыр сулугуни и на сладкое цветаевский пирог с чаем. Начинаем спуск с Трех Братьев по классическому маршруту. Здесь мы одели кошки. Здесь сейчас уже грязно. Но впереди будет снег. Будет наверняка скользко. Да уже здесь достаточно скользко. А где мы шли вверх, там не было ни снега, ни грязи. Мы специально выбрали такой маршрут. Ни одного человека, а здесь много. Спустились с Трех Братьев. Заправились водичкой. Помыли своих котят. Спустились на КЖ. Здесь прям Бродвей. Уже около 4, а народу море все равно. Все вытоптано. А мы идем вниз. В сторону Казачки. В дымке гора Смотровая. Большой Матинский пик виден. И наш путь по хребту. Вот он. Весь этот наш хребет. Да, так не совсем просто там идти было. Поэтому мы долго шли, подустали, и видны Три Брата. Завершили свой круговой маршрут. Прошли почти 14,5 километров. Очень понравилось. Всем пока. До новых встреч в горах.